Привет, друзья! Сегодня мы направляемся на Эльбрус. Его называют двуглавым, потому что у него две вершины. Одна высотой в 5642 метра, а другая в 5621 метр над уровнем моря. Разница в высотах составляет всего 21 метр. С вами канал Весна Travel. Давайте полюбуемся этим великолепием вместе. Вершины Эльбруса лежат в поясе вечных снегов. Снежные шапки здесь не тают никогда. В летний период они, правда, немного сокращаются, так что сейчас в сентябре снега здесь по минимуму. А в октябре на высоте 3000 метров уже начинается климатическая зима. Подуют сильные ветры, и снежные вершины станут еще белоснежнее. При Эльбрусе же климат теплый, даже жаркий, и сейчас в начале осени очень комфортно. Эльбрус, оказывается, это спящий вулкан. Он образовался в результате многочисленных извержений. Представляете, сколько раз и с какой силой он плевался лавой, что эта лава смогла дорасти до небес. В интернете пишут, что в его недрах появились признаки вулканической активности. Страшно представить, что случится при Эльбрусе. А с Пятигорском, Кисловодском. Будем надеяться, что катаклизмы не случатся. Сейчас Эльбрус официально внесен в список 7 чудес России. И это самая высокая гора в Европе. Говорят, что в хорошую погоду с ее вершины можно увидеть сразу два моря – Черное и Каспийское. Для сравнения, вторая по высоте вершина Европы – это Монблан. Ее высота составляет 4810 метров. Высочайшей же вершиной мира считается Эверест, Джомолунгма. Ее высота достигает 8848 метров. Все, наверное, слышали мифы Древней Греции, а именно о Прометее. Оказывается, именно здесь Зевс приковал Прометея к скале за то, что он принес огонь людям. И именно сюда прилетал орел и клевал печень Прометея, пока его не спас Геракл. Чтобы подняться на склоны Эльбруса, мы доехали до поляны Азау. Это самая высокая точка при Эльбрусе, где живут люди. Это поселок, где есть вся инфраструктура для путешествий. Есть различные гостиницы и туристические базы, рестораны и кафешки. Поляна непосредственно примыкает к подножью Эльбруса. Тут расположены две станции канатных дорог. Старая маятниковая на 20 мест и новая гондольная на 8 мест. Я выбрала маятниковую, потому что она движется в разы медленнее, чем гондольная, чтобы из кабинки можно было подольше насладиться завораживающими видами. Билет на поляне Азау мне продали только до станции Мир. Заплатила я 600 рублей за одного. А до станции Гарабаши сказали купить и дальше.
Поляна Азау расположена на высоте 2300 метров над уровнем моря. Следующая станция – Старый Кругозор на высоте 3000 метров. Здесь нужно было сделать пересадку. А станция Мир расположена на высоте 3,5 километра. Здесь я сейчас и нахожусь. А дальше до станции Гора-Баши мне подняться так и не удалось, так как не работала канатка. Станция Мир. Но не всегда тут было так мирно. В 1942 году группа альпинистов из дивизии Эдельвейс поднялись на обе вершины Эльбруса и водрузили флаг нацистской Германии. Нацисты хотели переименовать Эльбрус в пик Гитлера и даже установили на горе табличку. Но не прошло и полугода, как нацистские стяги были сброшены группой советских альпинистов, и произошло это в самых суровых условиях в феврале 1943 года. А теперь тут реет российский флаг. Сейчас здесь достаточно много народу, и есть где погреться и перекусить. Но более отчаянные поднимаются дальше. И со станции Гора-Баши идут уже только на своих двоих. Ежегодно на склонах Эльбруса погибает в среднем 10-15 альпинистов. За один только 2004 год гора унесла 48 жизней. Эльбрус относится к списку самых опасных для восхождения вершин мира. А мы не будем рисковать и спустимся обратно. Многие, с кем я ехала в вагончике, жаловались на головную боль. У кого-то закладывало уши. А я ничего такого за собой не заметила, возможно, потому что про себя совсем забыла. А только впитывала в себя эту невообразимую красоту и думала, какие же мы все-таки крошечные по сравнению с этим величием. Ловлю себя на чувстве опасности и страха. Кажется, что ты бессилен перед этим могуществом, и тем сильнее приходит ощущение жизни. И еще кажется, что ты не такой уж индивидуум, и что ты часть чего-то больше, мне неведомо. А люди, которые бросают вызов себе и обществу, это и есть альпинисты. И мысли, роящиеся у них в головах, не поддаются анализу. Пока, видимо, не попробуешь, не поймешь.
день близится к концу, и мы ищем место стоянки. На пути встречаются кемпинги, но мы хотим одиночества, так как сегодня опять был очень насыщенный день эмоциями. Вчера остановились недалеко от дороги, в неплохом месте. И только сегодня поняли, почему недалеко от нас была болотистая почва. Оказывается, мы ночевали под водопадом. Утренняя красота во всех красках. Пора двигаться дальше. Оказывается, мы тут ночевали не одни. Эта полянка приглянулась не только нам. Сегодня в планах у нас урочище Джилсу. А пока прощаемся с вами. Смотрите нас, путешествуйте с нами. До новых встреч на просторах Кабардино-Балкарии. Пока-пока.